Объезд территории городского округа Павловский Посад глава муниципалитета Денис Семенов проводит несколько раз в неделю, чтобы в реальном времени контролировать выполнение всех задач, поставленных перед коммунальными предприятиями. Сейчас на улице переходный период, так называемое межсезонье. Обильные таяния снега и наледи приводят к подтоплению обширных участков. Особенно это доставляет неудобства жителям многоквартирных домов, ведь зачастую талые воды, превращаясь в бурный поток, заполняют всю территорию парковочных карманов и дворов от бордюра до бордюра. В таких местах была поставлена задача срочно провести откачку талых вод. Еще одна проблема – оттаивший из-под снега мусор. Перед руководителем предприятия МБУ «Благоустройство» была поставлена задача усилить работу дворников. Много нареканий вызвало содержание контейнерных площадок. Практически в каждом объезде участвуют представители Главного управления содержания территории. Акцент у нас сейчас – это в первую очередь подтопление, потому что, конечно, у нас в связи с отсутствием ливневой канализации этот вопрос всегда стоял остро. Более того, видим реакцию, конечно, и коммунальных служб. На многих территориях была проведена хорошая своевременная вывоз снега, вот особенно с учетом потепления. Но есть локации, которые требуют постоянного внимания с учетом их геологической составляющей, в том числе и контур землеуклон. Поэтому, безусловно, здесь необходимы дополнительные усилия. Еще одна большая проблема – ямы на дорогах. Сотрудники предприятия Павлово-Посадское ДРСУ в рамках ямочного ремонта уже заделали более 1000 ям. Практически столько же предстоит отремонтировать еще. В рамках объезда много нареканий было к содержанию территории, прилегающей к торговым объектам. Все замечания были занесены в протокол. Провели традиционный объезд по городу. Мы с прошлой недели начали это дело 2 раза в неделю. Ввиду того, что объем работы большой, много задач для нас стоит. Видим большое количество мусора. И есть претензии, такие, можно сказать, серьезные претензии к руководству и к деятельности МБУ «Благоустройство» вместе с нашим ДРСУ. Сегодня на объезде мы фиксируем, что во дворовых территориях требуется уборка, что на детских площадках тоже требуется уборка. Места массового пребывания граждан, городские дороги, обочины требуют также внимательной и тщательной уборки. И это на сегодняшний день коллегам задача номер 1. В воскресенье мы договорились, что с утра соберемся, проведем объезд, посмотрим, как они отработали. Если отработают некачественно, соответственно, будут сделаны выводы. Об этом я тоже сегодня им сказал. Что касается ямочного ремонта, то в прошлом году мы выполнили в этот период, вообще за весенний период, порядка около 3000 ям отремонтировали. В этом году мы думаем, что это будет цифра значительно больше, ввиду того, что в январе у нас около 20 раз был переход через 0, то есть температура менялась в отрицательную, в положительную. И на сегодняшний день уже сделано 1068 ям. И за эту неделю такая же задача, 1000 ям, стоит перед ДРСУ, которую необходимо оперативно исправить. У нас буквально некоторые участки автомобильных дорог на небольшой протяженности по 100, по 200, по 300 ям имеют, и, соответственно, на них уходит большое количество материала. Понятно, что многие жители скажут, да что их ремонтировать, зачем эти ямы устранять, нужно в целом делать дороги. Да, все звучит красиво, почему бы сразу все не сделать, но учитывая наши глубоко дотационный бюджет Павловского Посада, да, и наши возможности финансовые мы делаем постепенно, по возможности, и то исходя из тех мер поддержки со стороны правительства, нашего губернатора. А поддержку мы по всем направлениям, включая и по дорожному блоку, видим значительно большую. Вот, поэтому знаем о проблемах по ремонту центра города, это улица Кирова, Герцена, Вокзальная площадь. Планируем все это в будущем году привести в порядок. В этом году только ямочным ремонтом. Плюс по городу, конечно, запланированы работы по остальным дорогам, которые мы будем ремонтировать. Уже совсем скоро начнется период субботников. В наших силах сделать так, чтобы наш город как можно быстрее преобразился и вступил в весенне-летний период чистым и благоустроенным. Анна Суница, Григорий Кумпиков. События недели.